Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что откроется? Что прояснится в октябре 2024 года? И надо сказать, октябрь, как и вся осень, ну и где-то до конца даже года, некоторый период неожиданностей и сюрпризов нам обеспечен. Много планет в ретро-движении. И здесь могут, как и люди, менять свое мнение. Или сначала сказали одно, или как-то действовали одним образом, а тут раз и переключились на что-то другое. Могут быть и возвраты в тех ситуациях, в которых мы поставили точку. А здесь как-то по-другому. Мы пересмотреть тоже многое можем. Могут и обстоятельства по части работы. И вот тоже где-то в таком ключе, когда то, что мы не ожидали, может к нам вернуться в том, что мы, где-то приняли, что много потрачено усилий и уже нет смысла что-то продолжать или активничать в этом направлении. Вот давайте мы с вами узнаем. Раз сам по себе период такой непонятный, первую карту мы зададим. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется? С чем вы уже успели проститься, мои дорогие? И вдруг вот какая-то вторая часть образуется. В чем вы думали, что поставили как раз точку, а получилась запятая или многоточие? Может быть, выбор придется делать. Какая правда откроется? И что в связи с этим вам важно знать? Что меняется в вашей жизни? И как это изменяет вас? Вот какие события по части перемен. Что вам хотят сказать высшие силы или как знаки судьбы, в чем это? И какие возможности перед вами откроются или открываются? Достанем карту совет. Как действовать? Что же вы вычеркнули или с чем вы уже разобрались, а тут возвращается? Ух ты! А ведь правда, мои дорогие близнецы. Что-то у вас может вернуться и в любой из сфер жизни. Надо сказать, все то, что касается благополучия, вот где-то вокруг этого будут и крутиться вопросы. И благополучие – это как фундамент. Фундамент 4 направления или 4 стороны. И поэтому первое – вопросы, которые связаны с вашим самовыражением, с вашей работой, ваше положение в социуме, мои дорогие, тем более выпадает карта Иерофант, вашего социального статуса. Второй момент – деньги. Откуда к вам приходят деньги? Деньги могут приходить, это не обязательно работа, деньги из разных источников. Вот для кого-то деньги, как мне взять деньги, откуда, каким образом я буду зарабатывать и как они ко мне будут приходить завтра. Третий момент – это может быть вопросы, связанные с личной жизнью. И четвертое – это может быть ситуация, когда непосредственно вопросы дома. Может быть у кого-то ремонт, может быть переезд. Здесь у каждого по-разному. Вот в целом такие 4 столпа могут и формировать в направлении наших действий. И здесь словно что-то как по закону Вселенной. Все же Иерофант. Да, где-то эта карта подсказывает, что нам, скорее всего, придется учесть какие-то новые моменты. Мы могли в чем-то поставить точку еще в августе или в сентябре. И нам казалось, у нас уже все расставлено по местам. Так вот, или конец сентября, или октябрь нас может как раз и ввести в то состояние, когда опять придется что-то либо пересматривать, либо переделывать, потому что возможности, по сути дела, к нам какие-то могут прийти. Мы должны что-то скорректировать, отстроить, иными словами, свое благополучие. У вас старший аркан, который часто говорит как раз и о социуме или о вашем статусе, и у кого-то это будет проигрываться через работу, или у кого-то вопросы дома, вопросы личной жизни, но опять же денег. Все по Иерофанту. Иерофант нищий не бывает. Может быть, это не одно направление, не один вектор, а сразу все вместе. Давайте посмотрим, в чем же там многоточие или запятая. Ух ты! Но тут у вас вообще время больших возможностей. Тут и не прошляпить, и не промахнуться. Карта Солнца – это вы идете к собственному Солнцу. Тут можно, конечно,
Я не буду дополнительные карты здесь доставать по этой позиции, потому что после Солнца, ну, как бы не рекомендуется. Тут действительно сама по себе возможность. И все сферы жизни тут могут соединиться воедино. Все для вас важно. Тут нет ничего, чтобы было неважно. Может быть, и быть внимательным к мелочам, потому что Иерофант все же это предполагает. И если есть какой-то вопрос непонятный, тогда мы должны его точно прояснить. Мы должны найти эти ключи, чтобы открыть дверь вашего счастья, мои дорогие. И здесь, если вам люди возвращаются или вы хотите что-то вернуть, будьте внимательны. Это неспроста. Тут самое главное не наступить на горло собственной песни. По крайней мере, для вас это будет очень важно. Какая правда откроется? И эта вот карта называется «Истоптанный сад». И как раз эта пятерка чаш – это наше сожаление. Вы можете признать ошибку, что где-то вы, ну, неправильно поступили. Или, может быть, и был какой-то конфликт с человеком, или было какое-то разочарование. Может быть, и по части, что вы не поняли друг друга. Пятерка чаш – это всегда недостаток, именно по эмоциям. У кого-то какая правда откроется. Здесь, может быть, я как дело какое-то, да, я не могу его бросить, потому что это как смысл вижу в моей жизни. Или это тот проект, которому я уделил много внимания. И здесь как раз будет возможность что-то продолжить, может быть, в другом ключе. Отношения. У кого-то и отношения личной жизни. Продолжить, ну, как-то видоизменить. И чтобы не было, опять же, этого сожаления. Правда, ее в себе не нужно заталкивать поглубже. А здесь, наоборот, важно быть честным самим собой. И что вам в связи с этим важно знать? Вы знаете, тут как бы прокрастинировать, да, глядя на этот сад, ну или на ту ситуацию, которая, пусть она была в чем-то проигрышная. Вот нельзя. Нельзя бездействовать. Карта колесница. Для кого-то это поездка или осуществление переезда. Построение, опять же, карьеры. Эта карта предвещает о том, что у нас ждет успех. Если мы не будем оглядываться назад, если мы будем честны, безусловно, сами с собой, и если мы будем готовы и к неожиданностям тоже. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Могут и какие-то события словно убыстряться, какое-то дело принимать очень быстрый оборот, и тогда придется действовать. Давайте раскроем, что нам хотят сказать карты, чего это может касаться для вас, мои дорогие, какую сферу жизни, хотя чаши тут может быть личная жизнь. Вы знаете, вот у вас какая правда может открыться? Старший аркан Сива. И уходит страх. Именно вы проститесь с какими-то своими сомнениями. Может быть, тысяча неопределенностей была прежде вокруг. Вы начали сомневаться в человеке, вы могли сомневаться в партнере, вы могли сомневаться в самом себе, получится ли у меня осуществить мой проект. Вот здесь сомнений нет. Правда какая-то действительно открывается. Либо я без дела не могу этого жить, либо мне интересно это направлением, либо мне интересен этот человек. И это надо признать как данность, потому что на кону ваше солнце, ваше счастье, по сути дела. Опять же, старший аркан. И эта карта силы, это карта больших возможностей. Карта ностальгии, безусловно, шестерка чаш, и это может проиграться как возобновление каких-то отношений в каком-то совершенно новом ключе, мои дорогие. И предвещает тогда, ну, какую-то новую историю и выход из подвешенного состояния или из каких-то собственных страхов. Да, то здесь могут открыться удивительные возможности, и все начинается с того, когда мы допускаем, что люди могут ошибаться. Но если этот человек важен, значит совершить важные разговоры. Мы допускаем, что и мы могли ошибаться. Но тогда быть честным с самим собой. Как далеко вы готовы зайти? Какую меру ответственности вы готовы взять на себя? Или вы можете тоже хотеть чего-либо, а так ли хочет человек? И есть ли взаимный какой-то обмен? Вот такие серьезные вопросы вам придется как будто решить
Вам нужно выйти из подвешенного этого состояния. Или, мои дорогие, у кого-то решиться на переезд. Или решиться на переезд, смена места жительства. Может быть, в одном месте продать недвижимость, в другом купить. Вот такое ведь тоже может проиграться. Потому что, ну, какая-то история вам набила уже оскомину, это точно. И вот это разочарование могут быть, как, ну, у кого-то банально, я сказала, 4, как мы рассматривали направления, или про фундамент с вами говорили, вопросы, связанные с жилищем. А у кого-то это сожаление по части какого-то плана. Ну, может быть, вы как раз и придете к выводу, нет, я лучше тут некоторые коррективы введу или что-то я переделаю, обустрою, но в целом что-то должно продолжиться. Есть что-то очень важное. И вам как будто прежде мешали именно сомнения. Теперь вы от них избавляетесь. И сразу выходите из этого подвешенного состояния. Поверьте, близнецы, если вы вот сумеете вот какой-то подобный шаг пройти, для вас жизнь заиграет новыми красками. И у каждого здесь свое направление. Но это то, что просит ваша душа. Будьте милосердны сами к себе. Что меняется в вашей жизни? Что меняет вас? Отношение к деньгам. Карта жадины. Может быть, некоторая жадность, да, или ну, какая-то расчетливость. И она как-то будет видоизменена. Вверху у нас карта Иерофант. Мы сказали, нищий не бывает. Может быть, конкретный вопрос финансов, когда из нуля в рогожечку мне приходится все время что-то сохранять, и мне это надоело, и нужно искать выход. И значит, есть какие-то возможности, но вам нужно на что-то решиться. И опять же, возвращаясь вот к этой позиции, вам прежде мешали, может быть, сомнения, что-то оставить одно и начать продвигать что-то другое. Или оставить одно, например, но начать вместе с тем развивать то направление, которое вам интересно. Или решиться изменить работу, или как-то свой реструктурировать бизнес, личное дело. То есть, ну вот конкретно меняется какая-то вроде бы надежность, но от этой надежности буквально уже тошно. Как будто не хватает драйва, а вам нужно... И правда, для кого-то дорог добавить, может быть, да, каких-то новых впечатлений, новых красок жизни, нового вдохновения. А какие тут краски? Недаром, посмотрите, человек со своим мешком изображен именно среди осени. Все увядает, ничего не развивается. И я сижу и жду. Для кого-то из вас может проиграться как ревность и желание что-то сохранить. Давайте мы посмотрим, что же это, как это и вас будет менять. Ну, здесь действительно вот этот период ожидания должен быть закончен. Вы с чем-то должны определиться, и я так думаю. Старший аркан башни – это всегда события, которые вокруг вас происходят. Может быть, они как раз вас и вынуждают какую-то вашу ситуацию в той или иной сфере жизни пересмотреть заново. Ведь, посмотрите, нам казалось надежно. И нам по башне-то ведь тоже казалось, у нас падает как будто дуб. Это точнее было прежде, такой большой дуб, который, может быть, стоял столетия, или олицетворение силы, надежности, уверенности. А на самом деле это старое трухлявое дерево. И вот оно теперь от попадания молнии рушится. Так вот, то, что было в прошлом, оно не имеет уже какого-то значения. И то, что должно быть разрушено. Здесь могут быть такие моменты, если что-то в вашей жизни, одним словом, сейчас видоизменяется. Или за счет обстоятельств, как будто вам обстоятельства могут указывать на определенную сферу жизни, где уже назрели перемены. И вот это и должно быть изменено. Бездействие какое-то изменено. Или то, что вы прежде сохраняли, думая, что для вас это архиважно. А на самом деле это вот как это дерево, которое падает от удара молнии. Это не имеет перспективы. Это не может служить надежностью, опорой. Или той надежностью. Надежность нужна, как по аркану, например, Иерофант, по аркану Солнца. Но это та надежность, которая дарит новые возможности, впечатления, оптимизм, но не заставляет нас замыкаться в себе. Может быть и так. Давайте раскроем. Да, вот это, по сути, было подвешенное состояние. И вам нужно выйти
А это у нас бесконечный дождь карта. Ну вот, нечего добавить. И именно это нужно изменить. На какой-то праздник, на новизну, на вдохновение, на радость, на приятные эмоции. Все то, что я сказала, просто подтверждают, мои дорогие близнецы, карты. Но не должно быть вот каких-то разочарований. Может быть, вы стоите перед выбором или сейчас, или никогда. Правда? И так тоже может быть. Хорошо, что же как знаки судьбы, что вам хочет сказать Вселенная? Посмотрите, тут какая-то победа, это радость, венком, как будто венчают девушку, и это карта победителя, это какие-то заслуги, у вас получится что-то. Вам как будто, вот все карты, смотрите, какая уже позиция, вам не хватает драйва и вдохновения. С одной стороны, да, вроде бы все надежно и есть возможность продолжать, хотя все равно по башне нам говорят нет. Если ты сейчас даже пытаешься вот так вот, ну, отрицать перемены, то мы с вами живем в такое время, мы перемены не отменим. И если мы не выходим навстречу судьбе, нам судьба все равно преподнесет, может быть, посредством изменений какой-то обстановки вокруг нас, когда нам придется это учитывать, или когда у нас будет какая-то ситуация, когда мы будем вспоминать вчерашний день и где-то себе не скажем спасибо, что не решились на что-то. А у вас прекрасное время, октябрь, несмотря на какую-то сложность. По аркану колесница быстрая смена событий, ну и возможности большие. И буквально какая-то победа, мои дорогие. Какие же возможности откроются? Да новизна. Все то, что я сказала. Драйв и вдохновение. И для кого-то из вас буквально иногда по аркану дурак идут перемещения, путешествия или переезды. Жизнь с чистого листа. Это как новую страницу написать собственной судьбы. Что может быть лучше? Да, вот как будто не сглупить и не упустить какую-то возможность. А возможности где-то в вас самих. А подсказки будут приходить в тех ситуациях, когда именно нужно быть честным самим собой или увидеть какую-то объективную реальность. Не замыкаться вот так, понимаете? Все сохраняя. Давайте раскроем, чего это может касаться. Ну, даже больше не тяну ничего, потому что по четверке жезлов это карта уверенности, карта надежности, карта якоря. Вы знаете, для вас будут важны, как и надежные люди. Для вас будет важна, вот да, мы говорим, если вопросы дома могут как раз активизироваться в октябре. Вы сумеете совершенно новое жилище словно отстроить или поменять, или создать свое теплое, уютное гнездышко, или как-то реструктурировать, если мы говорим, для вас важны вопросы, связанные с домом. Здесь что-то вообще кардинально качество жизни вы можете изменить. Также это все же жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Откуда к вам приходят деньги? Тут любую составляющую вашей жизни можно видоизменить и сплести вот эти все 4 направления в прекрасный узор возможностей сами по себе. Совет или как действовать? Давайте. Нечего добавить. Карта император. Все в ваших руках. И вот, пожалуй, самая вот эта позиция, которую мы с вами раскрыли, она будет говорить об основном как раз и направлении вашем, или какую задачу вам ставят высшие силы. Как будто через собственные сомнения, с которыми вы прощаетесь, через какую-то гиперболированную, может быть, ну, как боязнь или сохранение, самосохранение. Мы ведь не отменим, все равно какие-то перемены. Для вас открываются новые возможности. Когда вот эта четверка, вот этот праздник, посмотрите, 4 пентаклей, а у вас выпадает намного более счастливая четверка, вы можете отстроить. И для тех, кто один или одна, значит, это возможность изменить свою личную жизнь, мои дорогие.
Ну, для кого что актуально. Перекладывайте на себя, может быть, по императору, как действовать. Здесь все должно быть по закону. Здесь все должно у вас, посмотрите, началось с Иерофанта, закончилось императором. И это обе где-то карты власти, иерархии, системы. Вам это придется учитывать. Вам нужно все оформить. Будь то отношения, будь то ваш дом, будь то по работе, значит, тоже вот контракты, соглашения, везде, где стоят печати и подписи. Как и быть внимательному, у кого-то и в банках могут быть вопросы при заполнении, но в то же время вот обрести уверенность и счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.